Капище богини Макоши. Лес, поют птички, но сама Макош стоит. Костер священный горит. Вот такой вот прелестный вокруг лес. Находится причем в глуши. Сюда особо никаких тропинок не идет. Такая вот интересный наш чур стоит. Довольно-таки художественно выполненный. Координаты этого места я не знаю. Я шел по наитию, и идя сюда, я узрел чур в лесу, который после моего сюда прихода просто исчез бесследно. То есть какой-то мираж возник по дороге сюда, подсказавший, куда идти. Вот такое вот интересное капище. Угу. Огонь горит. Проводятся празднества, обряды. В огонь можно принести свою требу, чего я успешно и сделал. Но вот на пути к капищу встречаются вот такие интересные деревья. Вот сухое дерево, и в нем вот он лик, вырезан художником, лик богини Макоши. Наши прямо из дерева смотрящий. Видимо, внизу еще был лик, но он, видимо, подиспортился, и они сделали чуть повыше. Тут вот есть ручеек, мостик присутствующий. Вот. Через мостик можно пройти дальше. Папоротник, все зелененькое, камушки стоят, сейды. О, дорожка вся в камушках. И если дальше пройти, то здесь также стоит вот такой вот чур. А вот тут у нас притаилось еще одно изваяние рядом с грибочками. Вот у нас стоит еще одна наша богиня, тоже с подношениями. Такой вот лесочек замечательный вокруг. И дорожка ко всему этому чуду. Приветствую, дорогие друзья! Вот я нахожусь в глухом дремучем лесу. Уже вечереет. Я посетил великое священное капище богини Макоши, кинул требы. Ну и вот в таком замечательном лесном месте с птичками, с деревьями, с вековыми я вот решил собрать свой DIY. Вот такой костерок разложил и при этом повесил мясо
жертвенного животного. Жертвенным животным сегодня у меня была курица, чтобы быстро жарилась, охлажденная. Да-да, знаю, жарить надо на углях. Сейчас будут там квакать всякие в комментариях. Но я жарю на скорую руку, быстренько, чтобы не напрягаться. Немножко она, конечно, обгорела, но при этом очень даже вкусненько и съедобно. Вон там, на том DIY, жарились ножки от этой куры. Ну а здесь жарится остальная ее часть. Сейчас она будет готова. И я буду вкушать, разгравляться вот на таком чудесном лоне живительной природы. Всем рекомендую. Нужно выезжать, нужно себя баловать, нужно напитываться энергиями леса, вдали от всяких этих шабашей. Вот просто проводить время в лесу, общаясь с природой напрямую. Все, ставим любо, подписываемся на канал, распространяем ролик по социальным помойкам. Дальше будет еще интереснее. Сероводородные паразиты будут съедены во имя всего человечества.